Комплекс православных монастырей на отвесных скалах под названием Метеоры считается одним из современных чудес света. Находясь на уровне облаков, эти монастыри как бы парят в воздухе между небом и землей. Добираться в Метеоры удобнее Северной Греции. По пути пред вами предстанет равнинный пейзаж Фессалии с горами на горизонте. В древности эта часть Греции славилась своим коневодством. Знаменитый конь Александра Македонского Буцефал тоже был выращен в Фессалии. Ближайший городок, расположенный вблизи Метеор, называется Каламбака. Маршрут от поселка вверх всего один. Сейчас к монастырям ведет хорошая дорога и каменные ступеньки, что делает их доступными для посещения людьми разного возраста. Покупать памятные иконки, крестики ручной работы, кулончики и другие сувениры удобно в специальном магазине по пути к Метеорам. Там автобусы с туристами делают 40-минутную остановку. Сначала следует пояснить, как образовались эти удивительные скальные пейзажи. Скалы состоят из смеси песчаника и обломков горной породы и достигают 600 метров над уровнем моря. 60 миллионов лет назад эта часть Греции была морским дном. Потом вода стала уходить, а дожди и ветры постепенно вымывали песок и осадочные отложения из более твердых пород. Так, со временем в Фессалийской долине появились несколько десятков гигантских каменных пальцев высотой от 300 до 600 метров. Вот мы уже подъезжаем к монастырям. Почему же их тут построили христианские отшельники? Во-первых, они считали, что монастыри, построенные на высоких скалах, как бы приближают их к Богу. Другой причиной выбора места строительства стала безопасность. Например, когда в XIII веке в Грецию начались нашествия крестоносцев и завоевателей из соседних государств, скалы служили монахам надежной защитой. В 1334 году монах Афанасий Метеорский на скале высотой 613 метров основал монастырь Преображения Господня или Великий Метеор, ставший главным и самым знаменитым строением комплекса. Скалу, служившую ему домом, он назвал Метеора, то есть парящая в воздухе. Вскоре так стала называться вся местность. Однако первые отшельники появились тут еще до X века. Они жили в пещерах и в скальных углублениях, а рядом основывали небольшие площадки, так называемые молебные места. Но для участия в богослужениях и церковных таинствах отшельникам приходилось спускаться в церковь, расположенную в близлежащем городе. Это их не устраивало. До сих пор удивляет, как монахам удалось возвести сооружения в таких труднодоступных местах. Ведь на строительство лишь одного монастыря уходило около 20 лет. Но трудности и лишения не останавливали служителей Господа. Раньше монахи и посетители могли попасть в монастыри только по навесным деревянным лестницам, либо с помощью лебедок, которые поднимали их в специальных сетках. Подъем занимал более получаса, иногда сети рвались, поэтому посетителей заранее предупреждали об опасности. Таким же образом на вершину скал поднимались все строительные материалы, продукты питания и необходимые для жизни вещи. К XVI веку в Метеорах насчитывалось уже больше 20 монастырей. Но спустя столетия монашеское движение начало приходить в упадок, и сейчас тут сохранилось всего 4 действующих мужских монастыря: Преображения Господня, Варлаама, Святого Николая, Святой Троицы и 2 женских: Святой Варвары или Русану и Святого Стефана. Остальные превратились в руины или вовсе исчезли. Посещать все монастыри подряд бессмысленно, поскольку они очень похожи и имеют почти одинаковое внутреннее убранство. Достаточно посетить 1 или 2 монастыря. Например, монастырь Варлаама или Всех Святых. Там вы сможете побродить по внутреннему дворику, ознакомиться с бытом древних монахов, представленным в экспозициях, посетить комнаты-музей и лавки с сувенирами. Пока вы рассматриваете монастырь и окрестные скалы, я расскажу о его создании. В середине XIV века схимник Варлаам поднялся на эту скалу и воздвиг несколько келий, а также маленькую церковь, которую посвятил 3 святителям. Там он в полном одиночестве обитал до конца своих дней. После его смерти все помещения долгие годы пустовали. Но в 1518 году 2 брата-монаха Нектарий и Феофан поднялись на скалу, чтобы восстановить церковь. После этого братья остались на скале, и постепенно к ним присоединились другие монахи, число которых к середине XVI века достигло 30 человек. Позже братьями была построена новая просторная церковь с 2 куполами, посвященная всем святым. После смерти братьев монастырь продолжал процветать. К 1922 году для более удобного подъема к монастырю в скале были прорублены ступени.
Здешнюю церковь в 17 веке расписал фресками схимник Ефрем Сирийский, один из самых плодотворных местных авторов. Но показать внутреннее убранство церкви невозможно из-за того, что видеосъемка здесь категорически запрещена. Если монахи увидят, как вы снимаете, вас тут же выгонят, несмотря на уплаченные за вход 3 евро. Нередко вместе со всей туристической группой. В монастырской трапезной расположен музей, где хранится крупное собрание редких рукописей, вышитых золотом плащаниц, резных деревянных крестов тонкой работы. Далее мы побываем в женском монастыре Святой Варвары или Русану, который значительно меньше. Вход в него тоже стоит 3 евро, но внутреннего дворика там фактически нету, есть лишь огражденная узкая площадка, с которой открывается вид на скал и другие монастыри. Время создания этого монастыря и происхождение его названия точно неизвестны. По одной из версий, основателем был некий Русанос, выходец из местечка Росана. Известно, что в 1545 году по разрешению местного духовенства братья-монахи Иосаф и Максим на месте разрушенной церкви Преображения построили сооружение в византийском стиле и отреставрировали монастырь, который тут раньше действовал. В 1560 году церковь была расписана неизвестными иконописцами Критской школы. Эти росписи не были замазаны в последующие века и сохранились в хорошем первоначальном состоянии. Этот монастырь неоднократно грабили. Во время турецких притеснений конца XVIII века и последующей греко-турецкой войны в стенах обители укрывались жители окрестных селений. В конце XIX века к монастырю были подведены 2 деревянных моста, заменившие веревочные лестницы, которыми монахи прежде пользовались. К середине XX века монастырь пришел в упадок и опустел, а в 80-х годах прошлого века монастырские сооружения были восстановлены. Сейчас тут действует женский монастырь, получивший второе название в честь Святой Варвары. Посещая эти высотные христианские обители, стоит непременно помолиться о скорейшем наступлении долгожданного и нерушимого мира, что мы непременно сделали. Созерцая потрясающие виды, также можно помедитировать. При взгляде вниз замирает душа и очищаются мысли. Можно поразмыслить и о мужественных людях прошлого, положивших свою жизнь на создание столь уникальных сооружений. И, конечно же, нужно сделать снимки на память. На обратном пути группы туристов делают остановку возле просторной столовой, где за 20-30 евро можно сытно пообедать вдвоем и обсудить свежие впечатления, чтобы они лучше запомнились. В следующем видео я расскажу о величавом византийском замке Платамон, расположенном у курортного поселка Паралия Пантелеймонос. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить.